Well, we were looking at an introduction to eschatology. И вот мы с вами рассматривали вступление в эсхатологию. First couple of hours, I was stressing how important the course is. Первые несколько часов я подчеркивал для вас, насколько важен данный курс. And in the last part of the last hour, we were looking at some of the foundations. И последнюю часть, предыдущего часа, мы говорили о некоторых основах эсхатологии. Foundations for eschatology, starting with prophets. Мы говорили об основах эсхатологии, начав с пророков. Another foundation, we could say, are the prophecies that have already been fulfilled. И второе основание, о котором можно сказать, это исполнившееся пророчество. So let's take a real quick look at some of those early prophecies. И давайте очень быстро взглянем на некоторые из этих уже исполнившихся пророчеств. We already mentioned that the first prophecy was in the garden. И мы уже с вами упоминали, что первое пророчество было произнесено в саду Эдема. Where God announces the consequences of violating His standards. Когда Бог провозгласил, какие будут последствия нарушения Его стандартов. Now, when He created man, He did not create a robot. И когда Бог сотворил человека, Он не сотворил какого-то робота. He wanted to give man volition or choice. Бог хотел дать человеку свободу воли, свободу выбора. And in order to have choice, that means that He gave man the ability to reject Him. И чтобы дать человеку подлинную свободу выбора, Бог дал ему действительно свободу даже отвергнуть себя. He didn't create man as a robot to be forced to love Him. Бог не создал человека роботом, которого Бог мог бы заставить любить самого себя. So the first prophecy is to give mankind a choice. Поэтому первое пророчество, оно уже само по себе заключало возможность для человека принять решение, сделать выбор. But if man disobeys, then there will be consequences. Но если бы человек не послушался, то были бы последствия у этого. So that's the first prophecy. Итак, это первое пророчество. We also have a major prophecy during the fall or after the fall of man. И также мы видим очень важное, значимое пророчество сразу после того, как случилось грехопадение человека. In fact, this is a prophecy that has long-range ramifications. И это пророчество на самом деле имеет очень долгосрочные последствия. In fact, I was going to show you that chart. Let me pull it up. I forgot to. И хочу показать вам одну таблицу. Давайте я покажу, что я забыл о ней. I was going to show you a chart that went along with this. Хотел показать таблицу, которая вот прилагалась к этому делу. I mentioned that evil is bounded. Я говорил уже, что зло, оно связано, оно ограничено. And I gave a brief explanation, but I want you to see that it's going to take God all of world history to accomplish. И давал краткое пояснение этому, но хочу просто показать, что вся человеческая история нужна Богу для того, чтобы достичь этой цели, связать зло. So we're going to trace God dealing with evil over time. И мы отследим на этой таблице то, как Бог взаимодействовал со злом на протяжении всей истории. It's going to include all of world history. И это будет включать всю мировую историю в себя. From eternity to eternity. От вечности, вечного прошлого до вечного будущего. I mentioned that the unbelieving world or the unbeliever thinks of evil as just what is. Я уже говорил, что неверующие почитают зло как чем-то, оно есть, и все, и что с ним сделать. In other words, it doesn't have a beginning, it goes into eternity past. Зла нету прошлого, оно уходит корнями в вечность, и у него... Doesn't have an end. Прости, у него нет начала, да, оно уходит корнями в вечность, и у него также нет конца. Evil just exists. Зло, оно просто существует. It's only the Bible where we have evil and God dealing with it. It has a beginning. Evil has a beginning. И только в Библии мы видим, что у зла есть начало.
So we have a creation that was very good, И мы видим творение, которое изначально не содержало зла и было весьма хорошо. and we have the fall of man that affected everything, including the И creation. мы видим грехопадение, которое повлияло на все, включая сотворенный мир. So evil on earth, at least, has a beginning. Поэтому зло, как минимум на земле, имеет начало. And the book of Romans tells us that God passed over sin. И книга Римляна говорит, что Бог, Он больше греха. Romans chapter 3. But also God is dealing with evil with sample judgments through time. Но также, что Бог, Он решает проблему зла, осуществляя ряд судов в земной истории. So basically, from the fall of man to the end of world history, God is going to deal with evil. И потому от грехопадения человека и до конца мировой истории Бог будет решать вот эту проблему зла. Evil was judged once and for all at the cross. И зло было осуждено раз и навсегда на кресте. And we also know that the last event of world history, И мы также знаем, что последним событием мировой истории, where God is going to deal in a final way with evil, is at the great white throne когда judgment. Бог окончательно решит поставить точку в вопросе зла, последнее событие это будет суд у Великого Белого So Престола. God's dealing with evil will be in a final and a complete way. Поэтому Бог разберется со злом окончательно и бесповоротно. In the meantime, throughout world history, we have to deal with evil. И при всем при этом на протяжении всей мировой истории нам приходится иметь дело со злом. Revelation 20, after the great white throne judgment, Откровение 20 глава, сразу после суда у Великого Белого Престола, evil is confined to the lake of fire. мы читаем о том, что зло заключено, все зло помещено в озеро огненное. And believers will spend eternity without any contact with evil. А верующие проведут вечность, никак не соприкасаясь со злом. So that's what I mean by evil being bounded. И вот что я имею в виду, говоря о том, что зло будет связано. Has a beginning, В начале, God deals with it over time, то есть у зла есть начало, Бог разбирается со злом на протяжении мировой истории, through various judgments, используя различные суды, passing over sin until Christ died and dealt with it once and for all. и Он допускает грех до тех пор, пока Христос не пришел и не умер за все грехи одновременно. And in a sense, evil has a completion or an ending. И в определенном смысле у зла есть также завершение, конец. So that's what we mean by evil being bounded. Что мы имеем в виду, говоря о том, что зло будет связано. Does that make sense? Достаточно ли пока все ясно? That was world history in one slide. Это была вся мировая история в одном слайде. Все, больше ничего не надо учить. Yeah, we show that slide to your history teacher and say like, Yes, this is world history. This is Скажите it. вашему Look for профессору it for in your Этот university world history. слайд, да, скажите, вот вся мировая история, я все знаю, доставьте 5 баллов. So, the curse is imposed, but it also in Genesis 3:15. Итак, проклятие наложено в Бытии 3 главе 15 стихе. God announces that He's going to deal with evil in a final way. И Бог провозгласил, что Он разберется со злом окончательно. Genesis 3:15 is not clear, but most scholars take it that it's an allusion to the crucifixion. И Бытие 3.15, конечно, не самое ясное пророчество, но большинство исследователей говорят, что оно уже, так может, в образных выражениях говорит о распятии, о кресте. So that is a very significant prophetic statement. Это очень значимое пророческое утверждение, таким образом. At the flood, we have an example of God dealing with evil in that He judges sin. Во время потопа мы также видим яркий пример того, как Бог осуждает грех и разбирается со злом. He judged all of mankind. Бог осудил все человечество. So God, in fact, did bring death.
И Бог навел смерть над человечеством. But he also bound himself by a covenant, the Но Noahic covenant. также после потопа Бог связал себя обязательствами Нового Завета. All of the covenants look to the future. И все эти заветы, они обращены в будущее. They're more than a promise. They are a legal document that God binds himself to. Завет это больше, чем какое-то обещание. Это, можно сказать, юридический документ, которым Бог сам себя связывает. In fact, the Noahic covenant is a covenant that is going to reach far into the future. И Ноев завет, вот это, он будет иметь значимые последствия в далеком даже будущем. Let me ask you a question. Are we under the Noahic covenant today? Задать вам вопрос. Мы сейчас под Новым Заветом? Если вы. Yes. Да. So the Noahic covenant looks way even past the age in which we live in. И Новый Завет распространяется даже на время, в котором мы живем, и на последующие времена. So the stipulations of the Noahic covenant have eschatological implications. Поэтому условия Нового Завета, они также имеют эсхатологическую значимость. Shortly after, in Scripture, we have another judgment. И вскоре после потопа в Писании мы видим, осуществляется еще один суд. In fact, God instructed in the garden Adam and Eve to fill the earth. И даже в Эдемском саду Бог повелел Адаму и Еве наполнять землю. Man goes against what God intended. Человек пошел против того, что запланировал Бог. So God intervenes and confuses the language that results in a scattering. И Бог вмешался и рассеял, и смешал языки, что привело к рассеянию. That has long-range ramifications as well. И это также имело весьма долгосрочные последствия. То, что я здесь сижу и перевожу, вот оно и тут. So from this scattering, we have the nations. И из-за этого рассеяния у нас появились разные народы. And the nations still exist today. И эти народы разные, они существуют по сей день. When do the nations end? Когда прекратится существование народов, наций? Когда? Тисячолітнього царства, коли вже буде війна. After the millennial kingdom. After? In eternity. Когда нации перестанут существовать? Когда люди перестанут делиться на нации? Після суду Великого Білого After Престолу. a great white throne judgment. Який буде в кінці міленіуму. In the end of millennium. Oh, yeah? Разве не с приходом? А в тысячелетнем царстве Після схоплення. After rapture. Серьезно? Ну, з приходом Христа прийде. After Jesus coming. Nope. Let's see. Ответы неверные. Все. Let's yes, correct. Но Леся правильно говорит. Что она говорит? The nations even exist in the eternal state. Вечности будут, нации будут существовать даже в вечности. Read Revelation 22:5. Прочитайте, пожалуйста, Откровение 22:5. судил народу, да. Откровение 22:5. 22:5 or Chapter 21, probably 22:2 maybe. or 2 rather. Да, 22:2, пардон, 22:2. Читайте до самого конца этот стих. 22:2. И улица его, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. The nations are going to exist in the eternal state. Нации будут существовать даже в вечном будущем, в вечном состоянии. So, in a sense, what God is doing here has long-range ramifications. Поэтому в этом смысле то, что Бог сделал при Вавилонской башне, имело очень долгосрочные последствия. So God intends for peoples to scatter and to Поэтому create nations. Божьим намерением для людей было, чтобы они рассеялись и создали А нации. как же ни мужа, ни жены там одного? Но не сказано, что ни украинцы, ни американцы. То есть это оно будет украинцем? Оно это будет украинцем. So, how should we in that light interpret the, like in Christ we don't have neither male or female, neither Jew nor Gentile.
That's in terms of a relationship with God. It doesn't matter. Этот отрывок из Галатов, который вы цитируете, Василий, он касается наших взаимоотношений с Богом, да, что нет, в этом плане все равны. Ну добре, але тут третій вірш написано, що і жодного прокляття більше не буде. Це ж якби прокляття. So, but the third verse afterwards says, no longer will there be any curse. So this scattering was kind of part of the curse. Yes. Uh-huh. Yeah. This is part of the curse. The curse is going to exist even through the millennial kingdom. Да, но It's going to be partially lifted, but there's still death during the millennial kingdom. вообще проклятие, оно будет существовать даже в тысячелетнем царстве. То есть оно будет частично снято, но оно будет там, люди все равно будут умирать. Okay. So in that sense, there will be any curse. So the fact of that nations exist is not a part of the curse. No. То есть тот факт, что существуют народы, это не является частью проклятия. In fact, nations are one of the ways that God is minimizing evil. That's why He wanted this. И вообще говоря, нация это классная идея. Нация это один из тех способов, которыми Бог минимизирует зло. Мы об этом еще будем говорить. Remember, it's at Babel that man unites in rebellion against God. Помните, что у Вавилонской башни люди все объединились, народы объединились для того, чтобы бунтовать против Бога. And God said И Бог сказал, that man would be capable, there wouldn't be anything that man would not be capable of doing. что, ну да, они объединились, и нет ничего для них невозможного. As long as they were united in evil, then there were no limits to what man could do in evil. Когда люди объединены ради зла, то почти их возможности творить зло почти беспредельны. By scattering the peoples, И рассеяв людей и рассадив, так сказать, по загончикам, it would minimize evil. Бог минимизировал этот, так сказать, беспредел. Вот это зло. One nation would be a check on another nation. Nations would check each other in Одна terms of нация evil. будет сдерживать другую, да, то есть создается система сдержек и противовесов. And that's proved in itself throughout history. И это, то, что эта идея хорошая, показала себя на протяжении всей истории. The major area of eschatology in the Old Testament deals with the nation of Israel. И в Ветхом Завете ключевую роль в эсхатологии играет народ израильский. God not only predicted the origin of Israel, Бог не только предсказал появление народа израильского, He intended to create a people that would be His people. но Бог вознамерился создать народ, который будет Его народом. We'll talk about the Abrahamic covenant, where God enters into covenant to create a nation. И мы говорим об Авраамовом завете, да, когда Бог вступает в завет с Авраамом, чтобы создать от него народ. But even in that Abrahamic covenant, Но даже вот в этом вот Авраамовом завете God predicts their future. Бог предсказал будущее народу. He predicts that they will go into bondage. Бог предсказал, что они отправятся в рабство. And He predicts that they will come out of bondage. И Он также предсказал, что они выйдут из этого плена. And that Abraham will be the father of a great И nation. что Авраам будет отцом великого народа. So much of the Old Testament is the story of God fulfilling that covenant. И значимая часть Ветхого Завета показывает то, как Бог исполнял этот завет. And thousands of other prophecies pertaining to the nation of Israel. И там говорится о тысячах других пророчеств, касающихся народа израильского. So lots of the future for the nation of Israel. Поэтому очень большое будущее у народа израильского. In fact, by the time you get close to the end of the Old Testament, И вообще говоря, к концу Ветхого Завета you have another covenant, the last one, the new covenant. был заключен еще один завет, последний, Новый Завет, так The называемый. new covenant pertains to the nation of Israel. И Новый Завет относится к народу израильскому. It's never been fulfilled. И он еще не был исполнен. I don't believe it's fulfilled by the church И я не верю в то, что этот завет исполнен церковью, because it's a covenant with Israel, поскольку заключен этот завет как раз-таки с which Израилем. it'll be fulfilled in the future. И он будет исполнен в будущем.
So lots of prophecies concerning the nation of Israel, Поэтому многие пророчества, касающиеся народа израильского, also pertaining to one individual from Israel, Messiah. также относятся к одному конкретному представителю израильского народа, это к Мессии. So these are some of the early prophecies or prophecies. это некоторые ранние пророчества, имеющие эсхатологическое значение, Some of these partially fulfilled. которые даны в Ветхом Завете, некоторые из них частично исполнены. Okay. So let's talk about, first of all, Что полностью ни одно не исполнено, да? So, did none of them fulfilled completely? not many of them. Немногие из них. Some of the specific prophecies of the origin of the nation, yes. Ну, некоторые конкретные пророчества касательно происхождения народов, да, исполнились. But not everything pertaining to the nation. Но не все, что касалось народа израильского, исполнено. So let's talk a little bit about the prophets. Но поговорим немножко о пророках. Who is the first prophet? Кто был первый пророк? Abel. Авель. Каин и Авель. Авель. Remember, Jesus speaks of Israel killing all the prophets? Помните, как Иисус обличал Израиль за то, что они убивали всех пророков? From Abel to whom? От Авеля до крови Захарии. Да, сказано. Захария. Zechariah. So Abel, Jesus identifies as the first prophet. 23:35. Матфея 23:35. Там, по-моему, праведники, а не пророки. Ну, So отец, he нет? said that the righteous blood. Of all but he's speaking of the prophets. Где это? Матфея? 23:35. От крови Авеля праведного до крови Да Захарии. придет на вас вся кровь праведная. Так, тон. Да. So in this text they note that basically it's said about the righteous blood. A But little bit earlier he says in verse 34 that I'm sending you prophets and wise men and teachers. Yeah, but he announces the prophets from Abel to Zechariah. Да. По мнению преподавателя, таким утверждением Иисус, Matthew 23:35. 23:35. да, Иисус провозглашает, что пророки начались от Авеля и вот закончились Захарией. Матфея 23:35. Okay. Abel and Enoch, Итак. very early prophets. Авель и Енох – самые ранние пророки. Where's Enoch noted as a prophet? Где мы видим, что Еноха называют пророком? Евреи. In Hebrews. No. Нет. Book of Job. Книги Иова. Book of Job. In fact, Enoch, according to Job, or not Job, Jude. Нет, простите, в книге Иуды. Yeah. А, в Иуде точно. Jude says that Enoch predicted the second coming. Да, и по мнению Иуды, да, автора послания, что Енох пророчествовал, так и сказано, о втором пришествии Иисуса. And then we have Иуда 1:14. we have what we might call milestone or major prophets. И также у нас есть так называемые вот основополагающие большие пророки. These would be Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Daniel. Даниил. But even Abraham is called a prophet. Но даже Авраам назван пророком. Moses is called a prophet. Моисей назван пророком. Obviously, Daniel. Очевидно, Даниил также. These are milestone prophets. Это пророки глыбы. Пророки. Christ Сам Христос is considered a prophet. также назван пророком. Okay. I'm not sure why that's colored that way. Не знаю, как это оно так. Anyway, А можно минуту? Could you come bring it back?
Milestone prophets. Так, ключевые пророки. Исаию не названо, да? You did not put Isaiah there. Yeah, we could add the others. Ну, конечно, можно и других включить в этот список. Another foundation to eschatology, let's talk a little bit about covenants. Еще одно основание для эсхатологии, давайте поговорим о заветах. And first of all, what are covenants? What's the concept? И, во-первых, поговорим о том, что такое заветы, какова их основная концепция. The Hebrew word is berit, Еврейское слово для завета – это слово «берит». and you want to understand covenants. This is a review from what we talked about last year. И мы говорили о заветах в прошлом году. Remember I mentioned, maybe I'll ask those of you that were here last year, what is a covenant? И помните, я упоминал, я спрашивал тех, кто был в прошлом году, что такое завет? The agreement, the contract. It's a contract, very Да, это good. договор, договоренность. It's a legal document. Это юридический документ, юридическая договоренность. It's a legally binding contract. То есть юридически обязывающая договоренность. It's much like the contracts that we enter into today. И очень похоже на те договоры и договоренности, в которые мы вступаем в наши дни. If you bought a home or a house, Если вы покупали дом или квартиру, you may have entered into a contract with the bank to borrow money. может быть, вы заключали договор с банком, ну, ипотечный, да? That's the same as a berit. Это вот то же самое, что берит в Ветхом Завете. When we talk about covenants, remember these are legal documents. И Very когда мы important. говорим о заветах, помните, что это юридические договоренности, юридические скрепляющие. They can be a contract or an agreement between two individuals. Может быть договоренность или договор между двумя отдельно взятыми людьми. They can be a pact between two tribes. There's examples in the Old Testament. Может быть какой-то пакт, соглашение между двумя племенами. Мы видим это в Ветхом Завете. They can be an agreement or a contract between nations. Может We быть, call that a некое treaty. соглашение или там какой-то договор между народами. So that's what a berit is, or a contract. Вот что такое берит, то есть завет. Это контракт, это договор. The most important feature is that these contracts И specify behavior to be complied with. самая важная особенность этих заветов это то, что там конкретизируется поведение, которому нужно соответствовать, конкретизируется ожидаемое поведение сторон. So it tells you what each of the parties are to do in what they agreed to do. И контракт, договор говорит вам, что обязались делать обе стороны. And they bind themselves legally to do these functions. И договор юридически обязывает их исполнять свои функции. An example that we can use is like a mortgage in our culture. Пример это, например, ипотека в нашей культуре. A mortgage has parties to the contract. Ипотечный договор включает две стороны. And if you borrow money from a bank, then you and the bank are parties to the Если covenant. вы берете деньги в банке, то вот вы и банк это две стороны договора. So the bank agrees to give you a certain amount of money, И банк обязуется выдать вам определенную сумму денег, and you agree to perform certain things as well. и вы обязуетесь что-то делать со своей стороны также. So the contract has stipulations, И контракт или договор такого рода включает определенные условия в себя. these might be some of the stipulations of a mortgage. И вот такие могут быть, например, условия в ипотечном договоре. It stipulates the amount that you borrow from the bank. Указывается сумма займа, It includes the interest rate at which you'll pay back the включает bank. в себя ставку процента, по которому вы выплачиваете деньги назад банку. It'll specify the payments, in other words, the amount that you pay back.
указывается, each month. какие ваши ежемесячные выплаты, какой объем ежемесячных выплат. There may be fees associated with that agreement as well. Могут быть какие-то штрафы, связанные с этим соглашением. And if you don't pay, then Если вы не платите, then you could lose the house and the bank can repossess it. то можете потерять свой дом, и банк возьмет его в свое владение. Mortgages have a term, in other words, a period of which they exist. Ипотечный договор заключается на какой-то определенный термин. Let's say maybe 15 years, or some of them are 30-year. 15 лет, Contracts. некоторые там 30-летние контракты. And somewhere in the contract you will sign at the bottom of the contract. Где-то там внизу договора вы что-то подпишете. The parties sign, so if you are the party, И you sign стороны here, подписывают договор, то есть тут будет ваша подпись, and например, a representative of the bank will sign и there. представитель банка подпишет где-то еще рядом. So it's legally binding. То есть теперь уже этот договор юридически связывает стороны. The Berit of the Old Testament, the Berit is a same contract. Заветы Ветхого Завета, Берит, они были такого же рода договоренности. Has parties, Там были стороны, it specifies the behavior, там конкретно указывалось ожидаемое поведение, and generally they will have a term, и sometimes eternal. обычно указывался какой-то термин, и порой этот термин вечность. And the contract will be initiated by some ceremony. И договор вступал в действие после определенной церемонии типа подписания. Ну, So that's the concept of a contract or a covenant. и вот эта концепция завета или договора. Now, in general, the parties can be equals, in other words, two И individuals, в целом стороны договора могут быть ну, просто двумя людьми, равными относительно друг другу. and there are many examples in the Old Testament. И есть много примеров в Ветхом Завете, It can be between two individuals, two men, когда two договоры equals. заключаются между двумя равными друг другу людьми. An example is Genesis 21:27. Например, пример это Бытие 21-27. The marriage contract in Malachi 2:14 is a berit. Да, Авраам и Авимелех. Брачный договор это тоже берит. Об этом мы читаем в Малахии 2:4. So a man and a woman bind themselves legally, И мужчина и женщина связывают себя юридически. and the marriage certificate is the contract. И брачный как бы этот сертификат это как раз таки он юридически связывает их. Это вот тот самый договор. So covenants were very common in the Old Testament. Поэтому такого рода заветы и договоры были весьма распространены в Ветхом Завете. Some covenants are even between tribes. Некоторые договоры заключались между племенами. An example is Joshua 9:7. Например, это Иисуса Навина 9:7, договор с евеями. In fact, would somebody look one of these Союз. up? Ira, why don't we start with you? You look up Так, Ира, посмотри, пожалуйста, Genesis 21. Бытие 21:27, Look that one up. Олеся, пожалуйста, Малахи 2:14, Надежда Иисуса Навина 9:7, да. Если слово посмотреть, берите, да? Посмотреть? Берите, посмотрите. Нет, посмотрите вот эти стихи по очереди. Что значит? They can also be between nations. Также эти договоры могут заключаться между нациями, One, народами. look this one up. Да, Юра, да, посмотри, пожалуйста, этот, Второзаконие 7:2. Genesis 21. Итак, And давайте прочитаем Бытие 21:27. read it and tell who the parties of the covenant are. Прочтите и скажите, кто участники, кто стороны данного договора. Авраам взял мелкого крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. Мгм. И значит, стороны Авраама и Авимелеха. Abraham and Abimelech. Okay, so two individuals enter into a covenant. Два человека вступили в завет. And I've already mentioned that Союз. husband and wife, when they join in marriage,
that's considered a И contract. я уже также упоминал, что Wanna когда read 2:14? муж и жена Malachi? вступают в брак, то это тоже такой завет, договор. 2.14 Малахи, пожалуйста. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жіною юнацтва твого, який ти невірність вчинив, а вона твоя подруга, жена умови твоєї. Between husband and wife. Здесь как бы тут такая немножко неточность в переводе, что в английском, что она тебе жена по завету, согласно завету, жена твоего In the брачного Hebrew завета. text, you have the word barit. В еврейском тексте там есть слово берит. Okay. Дружина умовы твоей. An example of 2 tribes in Joshua 9:7. Пример 2 племен в Иисуса Навина 9.7. Израильтяне же сказали евреям, может быть, вы живете без нас, как нам заключить с вами союз? Вот этот союз между израильтянами и евреями. So this is a treaty between Israelites and Hivites. Okay, so 2 different tribes. Итак, 2 разных племени. Now, it doesn't identify in Deuteronomy 7:2, but it speaks of covenants between Israel and other nations. Ну, во Второзаконии 7.2 не так четко говорится, что там между двумя, но говорится о завете между Израилем и другими народами. Deuteronomy 7:2. А Второзаконие 7.2. «Не предаст их тебе Господь Бог твой, поразивший их, тогда предай их заклятию. Не вступай с ними в союз, не щади». Okay. So, they're very common in the Old Testament. Итак, заветы или союзы, они весьма распространены в Ветхом Завете. Now, there are covenants between equals, but then there are also covenants where they're not equal. Были заветы, заключаемые между равными, но были также заветы, заключаемые между неравными сторонами. They're called suzerainty covenants between unequals. И это были заветы а-ля вассал, сюзерен, которые заключались между неравными сторонами. An example of a suzerain and a vassal in the culture. In other words, you would have like a king and his servants. Пример завет между сюзереном и вассалом, то есть, ну, типа как король и подданные в данной культуре. There are examples of these as well in the ancient Near East. И примеры таких заветов были на Древнем Ближнем Востоке. Not specifically mentioned in the Bible, but we know from archaeology that these existed. Они конкретно не упоминаются в Библии, но мы знаем из археологии, что такие заветы существовали. Now, when we have a covenant between God and man, those are 2 unequals. И мы видим заветы между Богом и человеком или людьми, и это 2 неравные стороны также. So this would be an example that we have some in the Bible of a suzerainty or a suzerain and a vassal. И вот это примеры, которые мы видим в Библии, договор между сюзереном и вассалом. Now, one of the best known archaeologists, William F. Albright, says the following. И один из наиболее известных археологов, Уильям Ф. Олбрайт, сказал следующее. And he makes an interesting observation as he studied ancient cultures. И он сделал интересное наблюдение, когда изучал древние культуры. And this is what he says. Read it. И вот что он сказал. Прочтем. Только евреи, насколько нам известно, заключали контракты, договоры с их богами или Богом. Now, the observation is a good observation, but it's not quite as accurate. Наблюдение, конечно же, хорошее и интересное, но не очень точное. It's not accurate in terms of the biblical text. Оно не очень точное, если мы смотрим на библейский текст. How might we correct the archaeologist? Каким образом мы могли бы скорректировать фразу господина Олбрайта? Or what is the problem with the statement? Какая проблема в этом утверждении? It's a good observation. Хорошее наблюдение. In fact, it's very insightful, and it tells us a lot about ancient peoples. И вообще оно как бы действительно
дает нам очень интересный взгляд на древние народы. There's no other example in the ancient world of peoples entering into a covenant with God. Нет другого примера в древнем мире, когда народ входит в заветные отношения со своим Богом, Божеством. Now, what is the problem with the statement? В чем проблема с утверждением? Богами. Только Бог заключает. Бог заключил с евреями. The God made a covenant with Israel and not Yes. vice versa. Yes, very good observation. So Очень it's, хорошее it's наблюдение. an insightful observation in terms of all of the other cultures, Это ценное наблюдение, когда мы сравниваем Израиль с другими культурами. but in reality it's God that initiates all of the covenants. Но в реальности именно Бог инициировал заключение всех этих заветов. Now, God has no need to enter into a covenant. И Бог никак не нуждался в том, чтобы входить в какой-то такой завет. In fact, God doesn't even have a need to make any promises to man. И Бог вообще не нуждался в том, чтобы давать людям какие-то обещания. God is not obligated in any way to mankind. Бог ничем вообще не обязан человечеству. It's man that is always obligated to God. Это человек, который всегда чем-то обязан Богу. But God has chosen to put himself in legal contract with mankind. Но Бог решил, Бог предпочел вступить с человеком вот в такие юридически обязывающие It's отношения. always God that initiates that. И это всегда от Бога такого рода инициатива исходит. Now, why do you think God would obligate himself to do this? И как вам кажется, по какой причине Бог связал себя, обязал себя подобным образом? If he has no need, then Если why does he do it? В этом не нуждается. Зачем бы ему это делать? Люди нуждаются. People need that. People need the assurance, Людям нужна уверенность. and God has condescended to meet a need in mankind. И Бог снизошел к нам, чтобы восполнить нужды человечества. For example, Noah, when he got off the ark, Например, Ной, когда он выбрался из ковчега, he looks out and everything is destroyed. он посмотрел вокруг и все вообще уничтожил. All he sees is the destruction of the flood. Все, что он видит, это разрушение, принесенное потопом. He was probably very insecure, wondering, maybe God's going to judge our family. И он очень, видимо, чувствовал себя незащищенным, он был в страхе, что, может быть, Бог решит и нашу семью осудить. And I think God not only promises in chapter 8 that he's not going to bring another flood, И я думаю, Бог не просто обещает в 8 главе, что он не наведет новый потоп, but he gives Noah double assurance in chapter 9 by entering into a covenant. но он дал Ною двойную уверенность, вступив в завет с ним в 9 главе книги So Бытия. one of the reasons is it gives Noah and the family assurance of what God is going to do in the future. И одна из причин это то, что Бог таким образом дал Ною и его семье уверенность относительно того, что он планировал сделать в будущем. They can step out in fear in rebuilding the culture of humanity Without fear, you mean. without fear. Да, и они могли двигаться дальше без страха и восстанавливать, отстраивать культуру человечества. Similarly, Abraham leaves everything and he is very vulnerable. И подобным образом Авраам оставил все, что у него было, и оказался весьма уязвимым. God enters into a covenant with Abraham. И чувствовал себя очень слабым, и Бог вступил в завет с Авраамом. Later on, God enters into a covenant with the nation of Israel. И позже Бог вступил в завет с народом израильским. It's in the midst of when Israel is about to collapse as a nation. Как раз вот незадолго до того, как Израиль практически рассыпался, как нация, как народ. In fact, as they're going into captivity, God enters into the new covenant. И как раз вот очень незадолго до того, как они пошли в плен, Бог вступил с ними в Новый Завет. Another thing the covenants do, И еще одна вещь, еще одна цель, которую достигают заветы, because they specify behavior,
поскольку они указывают какие-то конкретные ожидания от поведения сторон. In fact, most of the covenants that God enters into are unconditional. Вообще говоря, большая часть заветов, в которые Бог вступил с людьми, это безусловные заветы. They're dependent only on what God is going to do, not on man. Они зависят лишь от того, что сделает Бог, но не от поведения людей. There's one that is conditional, И есть был один завет, который был условный. but most of them are unconditional. Да. Мозаик, yes? Mosaic Но is большинство conditional. из них безусловные. Да. Right. What they do is they tell the parties what God is going to do over time. И что делает завет? Он проговаривает, конкретизирует, что стороны будут делать на протяжении какого-то времени. History is a record of God maintaining and keeping His covenant. И история — это запись того, как Бог держит слово и хранит свой завет. So, these covenants, Israel's covenants, И вот эти заветы, израильские заветы, begin with the Abrahamic covenant они начинаются с Авраамова завета, that specifies that God is going to create a nation from Abraham. И этот завет подчеркивает, что Бог создаст народ от Авраама. The Mosaic covenant is a conditional covenant, and it specifies the constitution of the nation. И Мойсеев Завет условный, он конкретизирует конституцию этого народа. There's a Palestinian or a land covenant Есть также палестинский или земельный завет, завет о земле, that specifies the land, even though the Abrahamic includes the land. который подчеркивает, какой землей будет владеть народ, хотя и в Авраамовом завете уже это указывалось. In fact, the Abrahamic covenant speaks of Abraham being the father of kings. И Авраамов завет уже включает в себя тот факт, что Авраам станет предком царей, Implying that Israel will be a nation or a kingdom. что уже подразумевает, что Израиль станет царством. God enters into a covenant that specifies the kingdom. И Бог Davidic вступает в covenant. еще один завет, Давидов Завет, который подчеркивает, что Израиль будет царством. God also enters into the new covenant that assures regeneration of the nation. И Бог также вступает в Новый Завет, который удостоверяет народ в их будущем восстановлении. This is when Israel is going into captivity and the nation is going to be destroyed. И по заключению этого завета Израиль отправился в плен, и нация была уничтожена. God reassures them that He will complete the Abrahamic covenant. И Бог удостоверил их в том, что Он исполнит условия Авраамова завета. And I actually see the new covenant as an aspect of the Abrahamic covenant. И я рассматриваю Новый Завет как один из аспектов Авраамова завета. In fact, these last three are all expansions of the Abrahamic И covenant. вообще все вот эти три последних завета — это расширение, это конкретизация Авраамова завета. So let's take a look at the Abrahamic covenant. Давайте рассмотрим Авраамов завет. It specifies that Abraham will be a father of a great nation. Который подчеркивает тот факт, что Авраам будет отцом великого народа. First of all, it's promised in Genesis 12 and reiterated again in 13. Во-первых, он этот завет уже о нем начинает говориться в Бытие 12 главе и позже подчеркивается в Бытие 17. 17, I'm sorry. No, 12. Promised in Да, chapter 12. Он обещан в 12 главе и более там четко раскрывается в последующих главах. Let's turn to it and then we'll read it. Давайте откроем это место и потом прочитаем оттуда. How do you pronounce it? Shana? Shana? Так, Бытие 12 глава, пожалуйста, Жанна. I'm going to read verse 1. С первого стиха, пожалуйста. Now, verse 1 primarily deals with Abraham. 12.1, yes? 12:1. Да, 12.1. Он касается в первую очередь Авраама.
сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословенным. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Is that just verse 1? Первый стих это было, да? Ні, всі три. No, first three. Okay. All right, go ahead. That's okay. That's okay. Verse 1 primarily are instructions for Abraham. Первый стих включает в себя в основном наставление Аврааму. Now, verse 2, God promises what he's going to do for Abraham. Стих 2 говорит о том, что Бог обещает сделать для Авраама. It includes a great nation. И эти обещания включают в себя великий народ, It includes a blessing. включают в себя благословение. And Abraham's going to be, his name's going to be great. И Бог обещает возвеличить имя Авраама. And he's going to be a blessing to everyone else. И он должен быть благословением для каждого из нас. And he is going to specify here the parameters of the rest of world history. И этот завет, он уже конкретизирует параметры всей оставшейся земной истории. So all those that bless Abraham will be blessed. А третий стих особенно говорит о том, что Бог благословит благословляющих тебя. And all who curse will be cursed. И злословящих тебя прокляну. And eventually all the families of the earth will be blessed. These are long-range И promises. в конечном счете через Авраама и потомство благословятся все племена земли. Это очень такое долгосрочное обещание. The way nations and peoples will be evaluated will be dependent on how they treat Abraham's descendants. То, каким образом будут оценены и то, каким образом будет обращаться с народами, с отдельными людьми, будет зависеть от того, как они будут обращаться с потомками Авраама. That has proven itself out throughout world history. И эта закономерность явно себя показала на протяжении всей мировой истории. There are many examples of the rise and fall of not only nations but entire empires. Было много примеров взлетов и падений не только отдельных народов, но целых империй. From Egypt, Babylon, all the way to Nazi Germany. От Египта и Вавилона вплоть до нацистской Германии. Those nations have been cursed because they cursed Эти народы были прокляты, поскольку descendants of Abraham. проклинали, злословили сынов Авраамовых. My country has been blessed mainly because we have been friendly to the Jews. Моя страна получила большое благословение в основном из-за того, что мы были всегда дружелюбны к евреям. Now the last part of verse 3 tells us that all of the families will be blessed. Последняя часть 3 стиха говорит о том, что в Аврааме, в его потомках благословятся все племена земные. How has that been partially fulfilled? Каким образом это частично было исполнено? Anyone know? Есть ли какие-то гипотезы? Каким образом через Авраама и его потомков Paul tells us благословились все племена земные? Месія. Through Messiah. Messiah. Через Мессию. Galatians 3, Paul tells us В Галатам 3 главе Павел говорит нам, that all the nations are blessed in Christ, что все народы благословятся во Христе in the salvation that Christ has brought. через спасение, которое принес Иисус. But that has not been completely fulfilled. Но эта часть еще не была исполнена полностью. So the Abrahamic covenant has not ever been completely fulfilled. И поэтому Авраамов завет еще никогда не был полностью исполнен. So it's also promised again in chapter 13. И это обетование снова дано в 13 главе. And it's instituted in chapter 15. И уже оно введено в действие в 15 главе.